Здравствуйте, друзья! К сожалению, все чаще и чаще наши близкие оказываются в местах лишения свободы. Но бытовые вопросы, которые нужно решать тем, кто остались по ту сторону тюремных стен, никуда не уходят. И иногда очень тяжело что-то предпринять без соответствующих документов. Поэтому сегодня мы расскажем вам, как правильно и максимально быстро сделать необходимый документ, а именно доверенность, в ситуации, когда доступа к близкому нет. Существует два пути решения этой проблемы. Первое– это удостоверение доверенности через начальника учреждения, исполняющего наказание. И второй вариант– удостоверение доверенности стандартным путем через нотариуса. Начальники исправительных учреждений имеют право заверять доверенности, выдаваемые осужденным. Однако тут важно помнить, что это право, а не обязанность. Часто невозможно понять причин отказа в совершении данных действий. Поэтому, обратившись к начальнику и получив отказ, мы не рекомендуем вам тратить свои нервы и беречь свое время и сразу переходить ко второму варианту решения проблемы, а именно походу к нотариусу. Итак, ваш близкий находится, допустим, в тюрьме. Для получения от него нотариальной заверенной доверенности вам необходимо: первое – это согласовать с осужденным саму выдачу такой доверенности и объем полномочий, которые вам нужны. Чтобы вам было проще, примерные формулировки мы разместим в описании под этим видео. Второе. В некоторых пенитенциарных учреждениях необходимо заявление осужденного на встречу с нотариусом. Если в конкретном случае такое заявление надо, то сообщите об этом своему близкому. Третье. Договариваемся с нотариусом о прибытии к вашему близкому и оплачиваем все нотариальные сборы. Для поиска нотариальной конторы можно воспользоваться специализированным сайтом. Ссылку на него мы разместим в описании под видео. Вам нужно выяснить, какого числа и в какое время нотариус может выехать в тюрьму, и обязательно его фамилию, имя и отчество. Попросите нотариуса определить несколько дней для выезда, чтобы у тюрьмы был выбор. Сразу уточните у нотариуса, какие ему будут необходимы документы для оформления конкретного вида документов. Четвертым этапом необходимо согласовать со спецотделом исправительного учреждения дату и время визита нотариуса. Для этого необходимо с ними созвониться и определить конкретный день и время. После этого сообщите о договоренностях вашему нотариусу. Обязательно предупредите своего близкого о том, что к нему в определенную дату придет конкретный нотариус, чтобы вся указанная ситуация для него не стала сюрпризом и человек не отказался оформлять документы из-за недоверия. Обращаем ваше внимание на то обстоятельство, что данная процедура не относится к тем, кто отбывает наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В этом случае лицу, отбывающего наказание, необходимо написать заявление на имя начальника учреждения с указанием времени и места совершения нотариального действия, предварительно согласовав это время и место с нотариусом. Осужденному будет предоставлена возможность посетить нотариуса лично. А сегодня на этом все. Берегите себя. Пока.